Данный видеоролик является переводом ролика с канала. Lineaker. После его просмотра, пожалуйста, перейдите на канал автора, подпишитесь и поставьте лайк на оригинальный ролик. Ссылка в описании. Согласны ли вы с тем, что спонтанная командная работа – это одна из лучших вещей, случающихся в онлайн-играх? В смысле, представьте, что вы играете в Counter-Strike, Overwatch, Dota 2, Battlefield, да что угодно, любая многопользовательская командная игра. Время от времени вы, вероятно, встречаете группу приятных людей, которые более чем счастливы работать вместе и, возможно, даже добавить вас в друзья. Такие моменты всегда являются самыми яркими в ваших игровых сессиях. А потом вы смотрите на War Thunder. Можете ли вы вспомнить, когда ваша команда в последний раз по-настоящему работала вместе? Скорее всего нет, но я знаю, что вы можете вспомнить. Постоянные тимкиллы и трэш-толкинг в чате. Как это вообще происходит? В конце концов, War Thunder — это такая же командная многопользовательская игра с различными классами техники, у каждого из которых своя роль и общая цель. И все же людям просто наплевать. Дело в том, что War Thunder по своему дизайну не поощряет командную работу. Позвольте мне объяснить. Итак, для начала скажу, что в этой игре я летаю на самолетах. Самолеты это круто, они действуют в трехмерном пространстве, в то время как танки прикованы к земле. По крайней мере, пока. Если вы любите самолеты, у вас на выбор три режима игры. Аркадный, реалистичный и симулятор. Технические танковые реалистичные бои также являются режимом игры на самолете, но это уже тема для другого обсуждения. Аркада это то, с чего люди начинают. Самолеты летают как НЛО, вы можете взрываться до 20 раз, и в целом это просто хаос. Я стараюсь держаться от нее подальше, особенно если учесть, что награды в этом режиме очень низкие. Симулятор полная противоположность. Для полноценной игры в него нужен джойстик, а матчи очень длинные с большим количеством простоев, так как большую часть времени вы пытаетесь найти врага. Реалистичный — это то, что я и многие другие люди считают идеальным балансом погружения и геймплея. Вам не нужен джойстик, а враги подсвечиваются, если их заметили. Но в отличие от аркады, самолеты летают более правдоподобно. И вам нужно следить за такими вещами, как боеприпасы, температура топлива и двигателя, и это при том, что у тебя всего одна жизнь. Когда вы зашли в игру, у вас есть два пути к победе. Вы можете либо убить всю вражескую команду, либо победить, уменьшив их тикеты до нуля, что достигается путем уничтожения различных ботов на земле. Теперь, когда вы все это знаете, давайте сыграем небольшую игру. Самолет условно делится на три группы: истребители, штурмовики и бомбардировщики. Можете ли вы предположить, какой цели служит каждая из этих групп? Например, если бы я был человеком, который никогда не играл в War Thunder, я бы, наверное, сказал, что истребители обеспечивают превосходство в воздухе, штурмовики ищут и уничтожают небольшие отдельные наземные цели, а бомбардировщики уничтожают крупные стратегические объекты, как в реальной жизни. С первого взгляда это кажется правдой, но на самом деле все гораздо печальнее. Вы удивитесь, если я скажу, что 9 из 10 игр выигрывают истребители, одну из 10 штурмовики, а бомбардировщики совершенно бесполезны. Итак, начнем с бомбардировщиков, поскольку они, безусловно, являются самым трагическим классом самолетов в АРБ. Они очень медлительны и крайне уязвимы для истребителей, поэтому вы ожидаете, что они будут играть роль специалиста. Вы защищаете их, а в ответ они делают то, что вы не можете. Уничтожают вражеские базы. Звучит неплохо, по крайней мере до тех пор, пока вы не узнаете, что уничтожение этих баз на самом деле пустая трата времени. Это я сбрасываю бомбы на базу, она взрывается, и мы видим, что она стоит 160 тикетов. Окей. А вот это я уничтожаю одну из самых распространенных и жалких наземных целей. И одна такая цель стоит 100 тикетов. Видите проблему? Зачем вам в принципе рисковать своей жизнью, играя медленным и уязвимым бомбардировщиком, чтобы, возможно, уничтожить базу или две, когда уничтожить группу легких целей бесконечно проще, и это оказывает большее влияние. Именно поэтому истребители не хотят помогать бомбардировщикам. В конце концов, зачем им это? Какая у них может быть причина сопровождать их, если бомбардировщики не вносят никакого вклада? Задизайнены бесполезными, я прав? Так что в следующий раз, когда решите использовать бомбардировщик в АРБ, не злитесь на людей, которые не хотят прикрывать вас. Злитесь на Гайджин за такое ужасное состояние игры. Худшее во всем этом то, что Гайджин даже не говорит вам, что бомбардировщики бесполезны. Вы должны выяснить это сами. Итак, что мы можем сделать, чтобы поощрять командную работу? Самая большая проблема сделать так, чтобы эти цели действительно имели значение для победы в игре. Но поскольку Гайджин уменьшила количество убывающих тикетов за их уничтожение,
мнение. Я предполагаю, что они не хотят этого. Хорошо, тогда как насчет того, чтобы сделать этот побочной задачей? ПВО аэродрома – одна из самых раздражающих вещей в АРБ, так как она часто мешает игрокам на истребителях получить килл, когда враги прячутся в его пузыре. Так как насчет того, чтобы сделать эту защиту от воздуха зависимой от баз? Что, если сделать так, чтобы при уничтожении достаточного количества целей, вражеское ПВО выходило из строя? Допустим, цель – склад боеприпасов, и без него ПВО не сможет функционировать. Таким образом, мы создаем естественную синергию между бомбардировщиками и истребителями. Если истребители защищают и сопровождают их до цели, то они получают награду в виде отключенных ПВО аэродрома, а значит, врагу негде спрятаться. В общем, бомбардировщики ничего не делают, и это мешает командной работе. Дайте им какую-нибудь роль и цель, и, возможно, однажды мы действительно увидим истребители, сопровождающие бомбардировщики. Штурмовики. Этот тип самолетов не совсем безнадежен, как бомбардировщики, но их полезность чрезвычайно зависит от карт. Уничтожение небольших наземных целей действительно может принести вам победу на очень специфических картах, но на этом все. Видите ли, дело в том, что им нужно уничтожить каждую мелочь на земле, чтобы добиться победы на большинстве карт. Это занимает много времени, и если они не уберут все, то все будет впустую. В итоге мы сталкиваемся с одной и той же проблемой. Зачем игрокам на истребителях защищать штурмовики, если это не приносит им никакой пользы? Скорее всего, это не принесет им победы в игре. Более того, скорее всего, это вообще ничего не даст. Поэтому я предлагаю аналогичное решение этой проблемы. Дать штурмовикам побочную цель на выполнение. То, что принесет пользу всей вашей команде. Например, нейтральные аэродромы. Что, если у нас будут нейтральные аэродромы, разбросанные по всей карте, с наземными силами, пытающимися захватить их? Однако, они смогут сделать это только в том случае, если игроки уничтожат вражеские оборонительные сооружения поблизости. Например, танки и доты. Таким образом, даже если штурмовики не уничтожат достаточно наземных целей, чтобы выиграть игру, они все равно смогут помочь своей команде, захватив эти аэродромы. Опять же, это создает естественную синергию. Если истребители защищают штурмовики, они получают больше аэродромов для пополнения запасов. На самом деле, это уже есть в игре. У нас уже были подобные карты в прошлом. Помните Норвегию? На этой карте союзная команда стартовала без аэродрома, что звучит довольно плохо, не так ли? Однако в центре карты находился дополнительный вражеский аэродром. Если вы успешно защищали ваши наземные войска от вражеских игроков, они захватывали этот аэродром для вас, позволяя ремонтироваться и пополняться. Это действительно заставляет меня задуматься. Очевидно, Гейджин понимает, как создавать увлекательные задачи. На самом деле, на многих старых картах были всевозможные уникальные цели, которые требовали от игрока участия. И все же по какой-то причине они решили сделать карты вообще без целей. Ну, я отвлекся. В общем, на большинстве карт штурмовики просто не оказывают никакого влияния, и это снова отпугивает любой вид командной работы. Дайте им реальную причину для охоты за наземными целями, что-то, что принесет пользу всей команде, и, возможно, игроки действительно будут работать вместе. И, наконец, истребители. У них нет проблем, и им не нужна помощь. Истребители занимаются самым важным делом – убивают вражеских игроков. И если вы хотите победить, это действительно то, что вам нужно делать. Почти каждая игра выглядит примерно так. Бомбардировщики и штурмовики знают, что им никто не поможет, поэтому они используют свои воздушные спауны, чтобы зарашить наземные цели и мгновенно просто умереть. После этого истребители просто сражаются друг с другом, пока одна из команд неизбежно не получит преимущество, а проигрывающая сторона отступает на аэродром, чтобы сидеть там вечно, поскольку ПВО практически неизбежно. Это, по сути, единственная претензия, которую я могу высказать как игрок на истребителях. Аэродромное ПВО слишком мощное и служит только для того, чтобы тратить время. Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда остается всего один или два врага, а игра, по сути, уже окончена. И все же враги предпочитают кемпить на аэродроме и тратить время, зная, что вы ничего не можете с этим сделать. Вот почему одно из моих предложений связано с отключением ПВО. Это просто плохая игровая механика. В остальном же АРБ — это режим игры для истребителей. Они делают все, они убивают всех, а штурмовики просто бесполезная мелочь. И я прекрасно понимаю, почему некоторые люди предпочитают именно такой расклад событий. В конце концов, это просто чистое ПВП. И хотя я считаю, что догфайт — это самое веселое, что можно получить в этой игре, я также хочу, чтобы это ПВП было целенаправленным, тогда как сейчас цели как таковой просто нет. АРБ — это просто режим бой насмерть, в котором ничего не имеет значения. Карты в основном одинаковые, без реальных целей, а штурмовики не имеют никакого назначения. У игроков нет причин взаимодействовать друг с другом или работать вместе.
Это пустая песочница, которую едва можно назвать режимом игры, в то время как он мог бы быть чем-то намного большим, если бы ему уделили внимание, в котором он так нуждается. Вот почему, на мой взгляд, ARB не работает как игровой режим и отбивает желание работать в команде. Однако, как всегда, существует гораздо более серьезная фундаментальная проблема, которая исключает командную работу в каждом режиме, а не только в ARB. Чтобы понять, что это за проблема, вам нужно вспомнить игры, о которых я говорил в самом начале этого видео. Counter-Strike, Overwatch, Dota и большинство других командных игр. В этих играх есть нечто очень важное, чего нет в War Thunder. Чего вы пытаетесь достичь, играя в эти игры? Очевидно, выиграть матч. Ваш индивидуальный результат не так важен, если вы работаете все вместе и кооперируетесь, чтобы победить вражескую команду. Победа — это не конечная цель. А как же War Thunder? Если вы скажете, что играете, чтобы выигрывать, я вам не поверю. На самом деле, я готов поспорить, что по крайней мере 95% игроков War Thunder играют не для того, чтобы победить, а для того, чтобы гриндить. И это имеет огромное значение. War Thunder — это бесплатная игра, в которой вам придется разблокировать все. Вам нужно гриндить не только на новую технику, но и модификации для этой техники, чтобы в первую очередь сделать ее привлекательной для использования. И как лучше всего гриндить? Получать как можно больше киллов с игроков и ботов. И тогда вы понимаете, что ваша команда — это и есть ваш настоящий враг. Каждый килл, который вы даете своим товарищам по команде, это на один килл меньше для вас. По мере того, как вы становитесь опытнее, вы понимаете, что в этой игре главное быть стервятником. Конечная цель игры War Thunder — научиться использовать товарищей по команде в качестве приманки, делая при этом как можно больше киллов самостоятельно. Будь эгоистом или иди домой. Конечно, можно привести аргумент, что победа по-прежнему важна. Ведь если вы выиграете, ваше итоговое вознаграждение умножится. И я бы согласился с вами года 4 назад. Но не сегодня. Видите ли, в 2022 году произошло нечто ужасное. Gaijin решила обмануть всю базу игроков, чтобы те добровольно ухудшили экономику, и люди, конечно же, клюнули на этот байт. Я говорю о голосовании, которое они провели, чтобы сделать бонус за победу более справедливым. В прошлом разница в наградах за поражение и победы была огромной. И вот Gaijin предложили изменить эти цифры, чтобы сократить разрыв между победами и поражениями. Игроки, конечно, согласились. Это изменение не только уменьшило значение побед, но и снизило среднее значение заработка каждого игрока, чей процент побед превышал 40%. Несколько пользователей на Reddit даже пытались объяснить, что это изменение будет катастрофой, используя простую математику, но все было напрасно. Сообщество проголосовало. Так что в наши дни победа не имеет особого значения. Это приятный бонус, но гораздо выгоднее просто сделать больше киллов самостоятельно, особенно учитывая, что Gaijin добавила бонус к личным навыкам для игроков, которые заканчивают игру с большим количеством этих самых фрагов. Надеюсь, вы понимаете, к чему я клоню. War Thunder — это игра, которая поощряет индивидуальный результат и не поощряет командную работу. Вы можете получить все, просто сосредоточившись на киллах. И не получить ничего, если помогать товарищам по команде. В матчах War Thunder нет никакого реального смысла. Цели не имеют смысла. Единственная реальная цель, которую вы преследуете — оказаться на вершине табло с максимальным количеством фрагов. Какое только вы сможете сделать. И если для этого придется пожертвовать или даже активно саботировать своих товарищей по команде, то так тому и быть. Устранить эту фундаментальную проблему на самом деле невероятно просто. Все, что вам нужно сделать, это предоставить игрокам фиксированное вознаграждение за победу. Если ваша команда выигрывает, то выигрывают все, а не только 5 лучших игроков на табло. Это такое простое решение, но, скорее всего, оно никогда не будет реализовано. Награждать игроков за простую победу — это слишком хорошо для War Thunder. В конце концов, эта игра построена на страданиях игроков. Среднестатистический игрок постоянно борется за то, чтобы заработать серебряные львы, получить очки исследований, разблокировать технику и модификации для нее, и это подталкивает его к тому, чтобы тратить деньги на какие-то премиум функции, а наградить их за победу было бы слишком просто. И вот вам War Thunder, который не мы имеем, а который имеет нас. Самая антисоциальная командная игра, которую только можно найти на рынке. Итак, пора подвести итоги всех последних событий. Gaijin добавила еще один премиум в размере $80 в виде F-18, но он самолет даже не топ-тира. Когда вы платите $80 за Виген, он по крайней мере идет с ракетами RLGSN, в то время как F-18 стоит $80 только потому, что это F-18. Первоапрельским событием стал режим Первая мировая война, который, честно говоря, был просто ужасен. Это, пожалуй, худшее первоапрельское событие за
всю историю War Thunder. И он мне надоел уже после первого матча. На мой взгляд, пустая трата сил. Дальнейшие видеоматериалы были исключены из видеоряда в связи с неактуальностью информации для русскоязычной аудитории. Если вам все же интересен вырезанный материал, переходите на канал автора оригинального ролика и изучайте его самостоятельно. Спасибо за просмотр.